Всем привет, с вами Аленка. Сегодняшнее видео хочу начать с благодарности за то, что вы оставили свои комментарии и ставили лайки на предыдущих моих видео. Это очень приятно, это очень мотивирует и хочется делать еще больше. Ну что же, сегодня мы с вами будем готовить одно из моих самых любимых блюд. Оно очень простое в приготовлении, оно всегда удивит ваших гостей. И в то же время оно очень вкусное. Очень простое, вкусное, быстрое. А к тому же вам не придется возиться ни с тестом, ни с мукой. Надеюсь, я вас заинтриговала. Сегодня мы готовим хачапури по простому рецепту от меня. Итак, для приготовления хачапури вам понадобится лаваш 300 грамм. В зависимости от того, какой вы берете лаваш, это может быть, например, 2 листа лаваша или же 3 листа лаваша. Моцарелла или же любой другой сыр, который вы любите или который есть у вас дома. Мне нравится моцарелла, я взяла 2 упаковочки, каждая из них весом 250 грамм, то бишь вам понадобится 500 грамм сыра. Опять же повторюсь, выбирайте любой на ваш вкус. Иногда я комбинирую моцареллу, например, с каким-то твердым сыром, это может быть и голландский, и российский, то, что мне понравилось или то, что захотелось добавить. Дальше также вам понадобится 100 мл молока, 1 яйцо, столовая ложка кунжута и немножко масла сливочного для смазывания формы. Начинаем приготовление с того, что на крупную терку мы трем весь наш сыр, 500 грамм. Мы дотерли уже наш весь сыр. Получилась вот такая большая гора вкуснющего сыра. Отставляем сыр пока временно в стороночку. И приступаем к лавашу. Я распаковала наш лаваш и немножко расстроилась, потому что лаваш слипся. Немножко даже есть места, где он порванный. Не советую вам брать фирму Хит-продукт. Мне нравился больше, я брала Киев хлеба лаваши. Они как-то все-таки по качеству немножко лучше. Но теперь будем исходить из того, что у нас есть. Я буду потихонечку отдирать его аккуратненько, пытаясь максимально с наименьшими потерями и разрывчиками разделить наши лаваши на отдельные кусочки. Что еще могу сказать, что в принципе лаваши бывают разного формата, вы можете использовать любой, для этого приготовления этого блюда это не принципиально. Это может быть и круглый лаваш, и более длинный, чем этот, более прямоугольный. Сегодня у меня форма квадратненькая лаваша. Вот. Главное, чтобы он был более упругий. И, скажем так, можно даже немножко более плотный лаваш брать. Следующий этап приготовления нашего хачапури – это смазывание всех лавашей молочком. Делаем это быстренько. После того, как вы смазали лаваш молочком, необходимо распределить все количество сыра, которое у вас есть, на то количество лавашей, которое у вас есть. Ну, то есть, например, если у меня 4 лаваша, то плотненько распределяем сыр на 4 лаваша. Дальше мы заворачиваем такие колбасочки с нашего лаваша с сыром. Вот таким вот принципом. Как вы видите, такие колбаски, они перекрыли то, что у нас был немножко порванный лаваш, и в этом нет ничего страшного. Тоже мы повторяем со всеми лавашами, которые есть у вас. Следующим нашим этапом является смазать маслом форму.
Смазываем тщательно. Можете использовать любую форму. Круглую, квадратную, стеклянную. После того, как мы смазали маслом форму, мы выкладываем наши лаваши плотненько по кругу в нашу форму. После того, как наши лаваши уже помещены в форму, мы смазываем их остатками молока, заливаем. У меня было здесь чуть больше, чем 100 мл, поэтому я выливаю не все молоко. И взбитым яйцом еще смазываем сверху для красивого цвета. Теперь нам остался последний этап, это посыпать кунжутом. Кто не любит кунжут, можно обойтись без него. Я не полную столовую ложку из кунжута посыпаю на наши хачапури. И после этого мы ставим хачапури в предварительно разогретую духовку при температуре 175 градусов на 30-40 минут. 30 минут уже прошло. Я достала наши хачапури из духовочки. Хочу сказать, что оно получилось очень красивое, румяненькое, несмотря на то, что с лавашом были кое-какие нюансики. Я люблю, когда хачапури хрустящие, имеет хрустящую корочку. Но если вы любите, когда хачапури более мягенькое, доставайте его просто из духовки на 5 минут раньше. Ну что ж, я приступаю к дегустации. Хочу переложить хачапури в тарелку. А у меня к вам маленькая просьба. Есть у меня маленький опросничек вот здесь, вверху. Пожалуйста, ответьте на такой вопрос. Вам понравилось больше формат сегодняшнего видео или моих предыдущих? Буду очень вам признательна за ответ. Вот наш результат, наши хачапури. На камеру, конечно, не сильно видно, какое оно румяненькое, но вживую оно более такое поджаренное, более такое коричневенькое, очень аппетитное. Как видите, переходов особо не видно между лавашами. Это как цельный получился пирог. И я вас приглашаю попробовать его со мной. Видите, какой на разрезе сыр, как его много, вкусненько. Ну что, пробуем? Очень вкусно, очень аппетитно, много-много сыра и очень сытно. Рекомендую вам это блюдо попробовать, приготовить у себя дома для своих любимых и близких с любовью.